Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разница в восприятии Ереваном и Москвой ситуации с организацией договора о коллективной безопасности и ее зоной ответственности доказывает наступление точки невозврата. Возвращение Армении в ОДКБ в таких условиях становится очень сложным или даже невозможным, заявил премьер-министр. В ходе правительственного часа в Национальном собрании депутат фракции «Гражданский договор» Давид Карапетян напомнил сделанное на днях заявление президента России Владимира Путина, согласно которому ОДКБ не могла вмешаться в события в Нагорном Карабахе, поскольку нападения на Республику Армения не было. Президент России также отметил, что Республика Армения поддерживает все документы, которые принимаются в рамках ОДКБ. Депутат поинтересовался, не противоречит ли это ранее сделанному заявлению о прекращении участия Армении в ОДКБ. Наша позиция очень четкая. В 2021 и 2022 годах имели место территориальные посягательства и агрессия против Республики Армения. При этом агрессия произошла после того, как мы обсудили этот вопрос с союзниками и видели, что события развиваются в этом направлении. И в это время мы получили ответ от наших союзников, что границы Республики Армения являются красной линией. Когда произошло посягательство, мы сказали: «Уважаемые коллеги, та красная линия, о которой вы говорили, пересечена». После этого они сказали: «Знаете, кажется, граница не была делимитирована». Здесь мы сказали: «В данном случае, где же проходит красная линия? Покажите зону ответственности ОДКБ в Республике Армения». Они не показали. И моя реакция, которую я публично озвучил, была такой: если ОДКБ не имеет зоны ответственности в Армении и не может показать эту линию, то ОДКБ как организация не существует. И именно поэтому я отказался подписать итоговый документ саммита ОДКБ осенью 2022 года. Ситуация вокруг Карабаха здесь совершенно ни при чем. В контексте замораживания участия в ОДКБ мы вообще не затрагивали тему Карабаха, подчеркнул Пашинян. Что касается документов, Пашинян отметил, что Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что она не участвует в разработке документа и не вносит никаких предложений, не выражает своего отношения к предложениям. Мы не просто накладываем вето на какой-либо документ, потому что, по сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ, и пусть они принимают такие решения, какие хотят. Мы не вмешиваемся в их дела из уважения к нашим коллегам. Но еще раз говорю, в том числе и разрыв между этими событиями и их публичным взаимным выражением делает возвращение Республики Армения в ОДКБ все более трудным, если не сказать невозможным. Думаю, что здесь мы перешли точку невозврата, заключил Пашинян. Он добавил, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки в регионе. Ереван не должен поддаваться на провокации. Пашинян прокомментировал публикации в азербайджанских СМИ о том, будто Армения намерена развязать короткую войну для усиления внутриполитических позиций. У нас нет причин нападать на Азербайджан. Мы на политическом уровне и в определенной степени на правовом заявили о взаимном признании территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, сказал он, повторив мантру про активизацию работ по согласованию мирного договора. Пашинян заявил, что не видит оснований для новой эскалации с Баку. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Республика Армения всегда выполняла свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ, однако страны-союзники не помогли Республике Армения в решающие моменты. В ходе правительственного часа в Национальном собрании Пашинян напомнил о решении отправить в Сирию в 2019 году группу саперов и врачей, которая, по его словам, было принято по просьбе союзника Армении и вопреки требованиям и недовольству западных стран. Почему мы отправили саперов и врачей?
Потому что наш союзник нас попросил, сказал: «Нам нужна ваша помощь». И мы ответили. Тем самым мы также показали, что значит быть союзником. При этом мы были единственной страной в рамках ОДКБ, откликнувшейся на запрос нашего союзника. Почему мы это сделали? Потому что мы сказали, что представляем себе именно такое качество отношений. Именно так мы представляем себе быть союзником и относиться к своим собственным договорным обязательствам, подчеркнул Пашинян. Премьер-министр добавил, что такими шагами Армения показала высокий уровень выполнения своих союзнических обязательств, чего нельзя сказать о поведении союзников. Но даже тогда нас называли прозападным прислужником. Пусть эти люди ответят лично мне на самом высоком уровне. Но при этом я также хочу констатировать, что, к сожалению, представление не всех наших союзников о том, что значит быть союзником, такое, как у нас. И ни у кого нет ни политических, ни моральных, ни юридических оснований обвинять нас в чем-либо. Мы точно выполнили все свои союзнические обязательства. И морально, и политически, и юридически. Однако союзнические обязательства перед нами не были выполнены. В критический момент нас оставили в одиночестве, нас бросили. И да, есть мнение, что нас предали, и у меня нет аргументов, чтобы сказать тем, кто высказывает такое мнение. «Знаете, вы не правы», – заключил Пашинян. А также Пашинян заявил следующее. Что касается саммита ЕАЭС, то я прямо говорю, что лично я, посчитал нецелесообразным проведение саммита в Республике Армения, потому что, к сожалению, по известным вам обстоятельствам, и я об этом публично заявлял, в том числе с этой трибуны, не все высшие руководители ЕАЭС являются желанными персонами в Армении. Что касается Римского статута, когда мы были в процессе его ратификации, мы были на связи с нашими российскими партнерами, и мы привели им в пример наш договор со США, которым предусматриваются особые отношения в рамках Римского статута. Тот же механизм мы предложили России, но они по каким-то причинам не согласились. Из блока ОДКБ тоже ответили Пашиняну. Неучастие Армении в работе ОДКБ никоим образом не влияет на эффективность деятельности организации. Тем не менее, в этом военно-политическом альянсе надеются, что Республика Армения через некоторое время вновь присоединится к работе организации. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 декабря заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его оценке, нынешний формат отношений между Арменией и ОДКБ сформирован решением военно-политического руководства Армении. Хотя неучастие Армении в обсуждаемых в организации вопросах не влияет на эффективность нашей работы. В любом случае мы исходим из того, что Республика Армения является нашим союзником, и все наши обязательства перед Арменией соблюдаются. Республика Армения может вернуться к полноценному участию в работе организации в любое время. Никаких возражений и препятствий со стороны членов ОДКБ нет. Надеемся, что через какое-то время Республика Армения присоединится к работе нашей организации, сказал Имангали Тасмагамбетов. В свою очередь, Москва заявляет, что участие Еревана в МУС наносит ущерб армяно-российским отношениям. Но давайте вспомним, что подписание декларации в 2022 году между Баку и Москвой тоже нанесло прямой ущерб этим отношениям. Почему-то на это вам плевать. Армения, видимо, должна учитывать каждый жест в сторону Запада, чтобы не обидеть старшего брата, но Россия спокойно подписывает документы с Баку, закрывая глаза на интересы армянской стороны. Вопрос к Москве. Где та самая равноправная дружба, о которой вы так любите говорить? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.